Привет, мои дорогие, мои сладкие, мои нежные котики, девочки. У нас сегодня будет с вами необычное гадание. Мы так еще с вами не гадали, и особенно в стриме. Это я вам похожее что-то советовала, чтобы вы делали дома на игральных картах. Игральные карты, девочки, да, я вам скажу, еще похлеще, чем Таро, да. Потому что на Таро, в принципе, там есть старшие арканы, верхние и нижние, с вибрациями тоже определенными. А 36 картей, девочки, не 52, не 54, а именно 36 картей, 4 мастей. Это сила сильная, которая... это живые такие карты. И я, кстати... Я не то, что я уже начала делать, девочки, свои такие карты, живые именно, да. И дело в том, что еще очень хорошо и успешно работаю с 36 картами, девочки. Вот эти колоды, которые живые. В чем их смысл, да? Мы на них можем писать, мы их можем жечь, закапывать, топить, девочки, да, привязывать, делать привязки от дома к дому. Это карты такие меченые, грубо говоря, да, то есть их даже на улице очень часто можно встретить. Я их встречаю, девочки, у меня вот глаз уже наметан, и я вижу, кто где занимается магией. По-моему, даже вот у меня даже пару видосов есть, там, где я вам показываю вот чьи-то работы, кто где-то делал. Вот я, например, вижу, думаю, так-ка я сниму. И снимала, вот как на колодце, какие именно масти выкидывают, и видно, кто делал, что делал, прям вообще, блин, расследование такое. Валетов выкидывают, дам, определенные карты, с воском работает. У меня в спонсорстве есть, девочки, там, где, ну и в группах это тоже было похожее, да, то есть как делать привороты, да, привороты, девочки, но в чем фишка, да, игральные карты, почему вот в основном на деньги играли и проигрывались, да, они все выкупные на самом деле. И вот на игральных картах, когда мы что-то делаем, это будет без обраток, да. Ну, то есть надо знать, в основном это все без обраток, потому что вот это тоже как деньги, понимаете, даже карты сами, если к ним относиться по-особому, да, по-магически, то вы поймете, что это как разменная монета. Это как реально валюта, которая ходит в магическом мире, те же карты. И это может быть сложно понять. Но помните, черная метка у пиратов была? А вот этот у пиратов даже череп нарисованный на черном фоне, да, с костьми, тоже, это тоже все оттуда. Они, пираты, пользовались черной магией. И вот эти вот черные метки, даже, например, у нас, девочки, в городе есть, да, приехал араб, сделал торговый центр, и сверху такая пика висит, масть пиковая. Это тоже все оттуда. Все люди этим занимаются, девочки. Кто-то об этом больше говорит, кто-то меньше, кто-то не говорит, да. Кто-то делает вид, что он этим занимается. И тут мне тоже видео прислали, как, например, блогеры, блогеры, которые реально к магии никак не относятся, но они видят и начинают, например, там какими-то такими вещами заниматься, которыми, в принципе, ну, не то, что не дано, да, а которое, ну, ты что, посмотрел на кого-то, и ты пытаешься там, типа, повторять, и ты думаешь, что у тебя будет так же, и все дураки, да, не срабатывает, и получается потом у них такое, а почему это у меня не работает? Ну, короче, сейчас... Ближе к теме, мои дорогие девочки, привет, 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 привет всем котикам. Вспомните, что вы, девочки, сейчас у нас на стриме котики пушистые, кто-то сфинксы, кто-то пушистые, разноцветные, у вас лапочки, да, с когтями, обратите внимание, да, глаза красивенные у всех, у меня даже тут написано, у тебя глаза красивые, но это, девочки, из моего оракула. И сейчас мы с вами погадаем старинным методом, и причем ведьмовским. А почему ведьмовским? Потому что на игральных картах гадать, вот так даже вот в Ютубе в том же, или вообще самим могут только те люди, которые... ну, не то, что там обладают экстрасенсорным даром, да, а сколько они понимают, вот практически дословно, что говорят им карты. Кто понимает, да? Либо их толкуют, либо они сами понимают. Но мы сейчас с вами будем гадать, девочки, таким методом,
который я, в принципе, вам показывала, да, но мы сейчас сделаем это вот в YouTube с расшифровочками. И для этого, вот у меня 36 картей, 4 мастей, но вот это вот Таро, ой, Таро говорю, вот эти карты, девочки, это, как говорится, литвинские, да, я их сама для себя так называю. Почему? Потому что здесь изображены, девочки, короли Великого княжества Литовского, да, и еже с ними. Я помню, у меня была эта штука, как они там назывались, где там какие короли, да. Все это с портретов, это все со стародавних портретов, которые изображают королей, князей, которые давным-давно были. Но это умершие люди, девочки, умершие, и причем во главе государственных таких эгрегоров стояли, да. И вот на них мы сейчас погадаем на 4 королей. Но, мои дорогие, вот это гадание, оно начнется... Мы будем гадать на 4 королей и будем смотреть, что между вами. Но дело в том, что для этого гадания вы должны определиться, какая вы дама. Сейчас я их всех достану, дам. Вы должны, мои дорогие, определиться, какая вы. Если вы знаете, хорошо, девочки. Если кто не знает, где какая вы дама, вы можете загадывать на червовую, девочки. На пиковую не бойтесь. Вот в основном все такие помнят, что дамы пиковые это разлучницы. Нет, девочки, это девушки контрастные. Например, черные волосы, бледная кожа, голубые глаза. Это небольшой рост сравнительно, да, такие худенькие брюнетки, типаж худеньких белокожих брюнеток. Это типаж такой контрастный. То есть, если вокруг вас, а вы с темными волосами, брюнетка, жгучая, да, вот жгучая брюнетка как раз-таки пиковая. Но она может превращаться, в принципе, в червовую даму, да, в некоторых раскладах. Ну, то есть мы сейчас будем отталкиваться от того, как вы себя позиционируете, девочки. И этот расклад, вот как вы почувствуете вот это гадание. И, кстати, если оно у вас очень даже и совпадет, девочки, я вам настоятельно рекомендую приобрести 36 карт. И вы можете... Вот прям 2 расклада легких всегда использовать для себя, да. И чем больше вы гадаете, тем больше вы раскачиваете вот эту свою экстрасенсорику. Вам даже потом даже не надо никому не звонить, да, никому не ходить, никому не обращаться. Вы просто будете все это чувствовать. И это даже не сколько для новичков, игральные карты, сколько, девочки, вообще для всей своей магии вы можете строить. Вы должны знать, какая вы дама по масти, мои дорогие. Крестовая, червовая, бубновая, либо пиковая. Красные девочки это светловолосые, но не всегда. Червовые тоже могут быть темноволосыми. Бубновая всегда светловолосая. Дальше, девочки, вот я, например, крестовая сама по себе, да. У меня зеленые глаза, но я блондинка крашеная, да. Но я крестовая, девочки. И дело в том, что это я себя так вижу. И когда я сама себе гадаю, я все время гадаю на крестовую. Но дело в том, что когда я гадаю на мужчин, вот это прям, знаете, вот временем проверено на определенных контингентах, да, на мужчинах, что я выпадаю им именно бубновой, потому что они видят мои белые волосы, понимаете? Червовая, девочки, это длинные ресницы, это склонность к полноте, это могут быть и темненькие, и светленькие, но это такие вот... попочка большая, да, песочные часы, фигура, большая грудь тоже сюда, девочки, да. Вообще это карта бланка, то есть даже если вы не знаете, кто вы, что вы, да, можете загадать на червовую, потому что в червовую пики часто уходят в червовую, да, кресты больше иногда вот в бубу, если вы со светлыми волосами. В общем, просто выберите, девочки, вот какая вам больше... прям ложится на вас, какая вот нравится. Я специально здесь взяла нестандартную колоду, там, где стандартные лица, да, у дам, чтобы вы не привязывались к липцам именно, да, чтобы вы привязывались именно к масти. Даже вот какой бы вы знак вот прям на себе бы носили, вот на груди в виде кулончика.
И чувствовали бы себя очень хорошо и вольготно. Многие носят вот сердечки, да, но кто-то полумесяц, кто-то, кстати, пики. Почему вот пики на перстнях очень часто вы можете увидеть? Вообще очень много везде на самом деле пик. Кто-то может бубочка. В общем, выбирайте, девочки. Очень часто, кстати, на мужчин выбирают именно на крестового гадают, потому что крестовый самый непонятный, понимаете? Все остальные мужчины, в принципе, всегда в реале, ну, реально понятны, на них даже и гадать не хочется, потому что и так уже все понимаешь, если что не понимаешь, ты можешь спросить, да? А эти крестовые воду баламутят капец. Ну что, девочки, загадывайте себя, где какая вы дама. Если кто-то не знает, загадывайте на червовую. И смотрите, как мы будем гадать с вами на пару, что между вами. Да, вы, в принципе, можете даже, если даже сейчас вы не придумали, может, на одного какого-то выбрали, да, но в чем фишка? Вы можете, девочки, по отношению к другим мужчинам загадывать себя другой дамой, в зависимости от того, как вы это ощущаете. Понимаете? Ощущаете вот этого мужчину. Дело в том, что, например, одной масти, например, крестовая и крестовая, да, это в раскладах очень часто супруг и супруга. То же самое с другими мастями. Когда одной и той же масти мы загадываем, да, то лучше всего загадывать одной и той же масти, но отталкиваясь уже от своей масти, то есть годится ли он нам в мужья. Это самый такой скрытый вопрос, который слышат карты, когда вы загадываете масти. Вот когда даже масти загадываете, уже карты знают, на что вы будете гадать. Можете просто на его мысли гадать, да, но они будут вам показывать, а готов ли он к серьезным брачным отношениям с вами или там еще к чему-нибудь. Ну что, загадывайте, девочки. А королей сначала на себя загадывайте, а этот мужчина, на кого вы будете гадать, мы будем гадать на такую же масть, как и вы. То есть мы будем раскладывать на червовая дама, первая идет, да, от нее. От бубновой, от пиковой, от крестовой. И вашего мужчину загадывать, девочки, определенной масти не надо. Вот он сейчас в нашем раскладе будет совпадать с вашей мастью. Понимаете? Даже если он у вас не крестовый в других раскладах, сейчас мы будем его рассматривать как крестового. То есть, что между вами, что между парой. Даже если вы не пара. Да? Посмотрим. Ну что, поехали, мои дорогие. Королей тоже все в колоду сбрасываем. Мешаем. Кстати, этих карт, по-моему, я помню, даже было написано, сколько их сделали. Их сделали в количестве, по-моему, либо 2000 колод, или даже вообще меньше даже колод. Такая лимитка. Через 50 лет она уже будет винтажная лимитка. Ну что, давайте посмотрим, девочки. Первую мы будем выкладывать ту даму, которая первая выпадет, да. То есть я не знаю, какая дама. Я себе тут запишу, чтобы не забыть, какая первая выпадает, какая вторая, третья, четвертая. И будем сразу отталкиваться от того короля, девочки. То есть у вас пока время, вы можете загадать на других оставшиеся дам себя, да. Например, я червовая по отношению к такому-то, такому-то, и он червовый. Или я крестовая по отношению к этому и этому, и он крестовый. Или я пиковая к этому человеку, и он пиковый. То есть самого основного, я думаю, вы загадали. А потом можно даже всех остальных посмотреть. И мы, девочки, посмотрим, что у вас.
Кстати, почему это старинное ведьмовское? А знаете, почему оно ведьмовское? Потому что когда мы выкладываем даже карты, что между вами, и когда вам что-то надо убрать, вот эти карты достаются, и с ними можно провести очень интересные ритуалы, девочки, да. И вот что я могу про игральные карты сказать, что я на них делаю, у меня эффект вот сразу. Я на следующий день просыпаюсь, у меня сразу эффект. То, что я хотела, то достигнуто, да. Ну что, давайте посмотрим, что между вами, девочки. И первая дама, которая у нас будет выпадать, и будем ее рассматривать. Так, первая дама. Дама. Бубновую, девочки, смотрим. Сейчас у нас бубочка будет. И сейчас будем смотреть, что между вами. Карту сигнификатор достали. Обязательно это все в раскладах так и доставать, девочки. Мешать, доставать, мешать, доставать. И посмотрим, что между вами. Сейчас слева направо выкладываем, что между Бубновой и загаданный мужчина. Что между вами. Ну, это будет уже Бубновый. Бубновый король. Выкладываем до Бубнового. О, ничего себе. Ну вот, до Бубнового, девочки, дошли. Вот эта колода нам уже больше пока не нужна. И смотрите, слева направо смотрим, что между вами. Что в эту сторону от него к вам идет, и что от вас к нему идет. Во-первых, девочки, вот этого мужчину, бубновые мои дамы, да, которого вы сейчас загадали, он-то очень и очень даже и не против быть с вами, да. Но обратите внимание, туз червов возле него и туз пиков возле него, да. А дальше опять красные карты в эту. Он материально не заинтересован в вашу сторону, это раз. Во-вторых, он бы хотел бы с вами любиться, или любиться, девочки, или это пара ваша, да. Либо он должен быть вашей парой, и он бы даже, ну, реально хотел бы с вами быть парой. Но есть одно но. Но это такая вот безнадега прям, девочки. Это какая-то вот печать такая. Я вам скажу так, да. Если вы не в паре, то вам до пары на самом деле очень далеко, да. И дело в том, что чем ближе вы будете сближаться с этим человеком, во-первых, смотрите, у вас до него вот эти вот все ваши карты, да, это реально, это ваша история. То есть почему-то, девочки, а тут еще вот восьмерка и шестерка выпали пиковые. Во-первых, девочки, ваши отношения с этим мужчиной зависят почему-то какого-то фига, я извиняюсь за выражение, да, тоже от мнения какой-то мадам. И это мадам с вашей стороны. Дело в том, что как только вы хотите или думаете про этого мужчину, или говорите о нем, да, то получается, есть какая-то мадам, которая вас отговаривает от этого всего. И дело в том, что она, вот, кстати, его рассматривает материально, а он, в принципе, вас-то не рассматривает материально. И с вашей стороны это вот идет какая-то соперница. Причем это какая-то бубниха, да. Вы бубновая дама, а возле вас бубниха, та, которая вам бубнит. Понимаете? Реально бубнит не очень хорошие вещи про вашего мужчину. И даже, ну, как только вы будете хотеть с ним пойти куда-то, да, что-то сделать и все остальное, она, ой, давай в магазин сбегаем, ой, давай сюда. Короче, вот прям какая-то лиса, которая путает, вы идете по нюху к этому мужчине, а она, получается, путает. И вместо того, чтобы, например, где-то посидеть дома, собраться с мыслями, и даже если он вам что-то напишет, вы в этот момент, девочки, знаете, как будете? Это вот в каком-нибудь в мыле, в поте, непонятно в чем, бегать со своей какой-то такой, либо подружка, либо мать, либо еще кто-то. Это женщина с вашей стороны, которая, ну, прям все делает. Она такая unlucky, я бы даже сказала, да. То есть она приносит, ну, не разлад в ваши там отношения с этим мужчиной, а она, получается, перебивает, понимаете? Она вам мешает. У вас есть какая-то ваша подруга. Она, может, и неплохой человек. Либо это ваша мать, либо сестра, либо ну, вот кто-то очень рядом с вами, какая-то женщина, которая... Понимаете, вот когда вы, например, соскучились по нем и вдруг написали ему смс, он обрадовался, вы встретились, да, но нет же, есть рядом какая-то
женщина громкая, да, которая что-то вам пошли в магазин. Вы такая вот уставшая, вы потом без задних ног куда-то возвращаетесь, и вы, получается, уже не настроены на общение с этим своим королем. Понимаете? Это вам мешает социум. Это раз. Во-вторых, кто-то из вас ведомы, девочки, то есть вами почему-то управляет какая-то крестовая дама. Это не для всех. Либо вы на уровне подруги, либо вами управляют. Вам советуют, вам такое что-то говорят, да, а вы слушаетесь ту даму, которая рядом с вами. В результате вы проживаете не свою жизнь, а то, как она бы хотела это делать. И обратите внимание, что как раз-таки возле нее два валета еще. Суетливая мадам, которая мешает вам жить. Для того, чтобы вы соединились с этим мужчиной, девочки, надо... Угадайте, что сделать. Просто не встречаться со своей подругой, не пить с ней, не ходить в кафе, не по магазинам. Просто вот даже вот если вы, 2 недели реально с подружкой этой не будете там, знаете, выговариваться, не будете с ней общаться и все остальное, да, не будете тратить эту энергию свою женскую на то, чтобы с подругой как-то это все делать, да, то вот этих карт, девочки, не будет, понимаете? Потому что вот это вот все делает, это не вражина даже. Это просто какая-то, извиняюсь за выражение, такая, может быть и добрая, может быть и хорошая, но это просто метусливая, суетливая курица, да, которая отвлекает ваше внимание от внимания с вашим этим королем. То есть у вас как времени на него не хватает, девочки, и сил. И получается у вас дорожка такая закрученная в его сторону, а он более в вашу сторону открыт, да. Ну вот эти вот 8 и 6, девочки, тоже не просто так выпали к этому королю, да. Это уже с вашей стороны тоже. Вам все время переходит дорожку, девочки. Вот прям переходит дорожку, понимаете? Вот вроде бы вы и хотели бы с ним быть, и он бы хотел, но между вами все время какое-то движение, нету пешеходного перехода, не загорается тот зеленый свет, чтобы вы перешли к друг другу дороги, да, а вот кто-то ездит, это как вот на проспекте стоять на разных берегах с ним, понимаете? И и вам мешает эта женщина. А знаете, почему она мешает? Вот обратите внимание, да, он бы к вам бы пошел бы с дарами, да, своими, но тут осекается вдруг, да, у него нету вот этого пути к вам. А возле вашей дамы как раз-таки 2 других валета лежит, да. То есть то, что бы хотел вам мужчина этот дать, стоит рядом назойливая муха, я извиняюсь за выражение, да, которая вот с этим всем, она как на себя больше. Она на себя акцентирует внимание ваше, других людей, да, и вы теряетесь в ее каком-то, знаете, в вибрациях. Я бы даже не сказала, что это в свете ее теряетесь, но в каких-то вибрах утопаете. Я бы сказала, что вот для того, чтобы быть с этим мужчиной, надо больше тишины, девочки. А еще почистить дороги, в прямом смысле этого слова, девочки. Дорожки не чищены к этому мужчине у вас. Он как реально вот тут натыкается, а с вашей стороны получается много всего вот это вот чужого, вот это вот все чужое, да. И с вашей стороны ему тоже надо почистить дорожки, да. Как будто нету легкого пути, не горит этот зеленый свет, нету пешеходного перехода, да. И получается, если вы помчитесь друг к другу сломя головы, то реально, как говорится, обстоятельства будут против того, чтобы вы воссоединились. А почему? Потому что когда перебегаешь дорожку, будет, как говорится, ехать тот Жигуль какой-нибудь, маршрутка Газель или еще что-нибудь, или Майбах, да, который не посмотрит в вашу сторону, он не будет готов к тому, что вы перебегаете дорогу, да, и будет что-нибудь такое неприятное. Поэтому чистить надо пути. С вашей стороны, девочки, прочистить путь можно, если вы вот не будете тратить свое время на какую-то мадам, которая мельтешит в ваших глазах.
Это раз. А когда она перестала мельтешить, да, это тоже не очень просто будет. Потом будет вот это вот, вам надо, чтобы зеленый свет загорелся, чтобы с этим мужчиной воссоединиться. Либо тут, девочки, мешают границы или расстояние, да, либо вот какие-то такие, то машина сломалась, то еще что-то, то еще что-то. Может такое от вас не зависеть, и тут надо чистить дорожки. И себе, у меня на канале даже есть, можете вот посмотреть, снятие пут. Ну, правда, для мужчины снятие пут, ну, можно сделать, кстати, снятие пут мужчине тоже. Но тут надо работать, девочки. Но он бы хотел, да. То есть я бы, например, с этим мужчиной все-таки общалась. Не то, что даже общалась, да, вот как пара она идет, но в вашей паре, девочки, даже если вы вот в паре с этим мужчиной просто же зашли, например, и на гадание, и посмотреть, что между вами, да, реально, у вас, получается, вы могли бы еще счастливее жить с этим мужчиной, если бы кто-то не лез в ваши отношения, не лез бы вам в глаза, ну вот прям не акцентировал ваше внимание на себе любимой, да, то есть вашу женскую энергетику, получается, к себе притягивает другая женщина, девочки, понимаете? Ну почему она тянет вот эту, даже ту же сексуальную энергетику на себя? Тут даже до ревности какой-то может дойти, может... Ну, вот такой вот, девочки, расклад. Тут можно вот даже сначала убрать подругу или того человека, который мешает вам, женщина, девочки, крестовая, да. И убираете ее, вот та, которая мельтешит вам в глаза, которая назначает, говорит, давай с тобой, Галка, сегодня сходим прогуляться на 7 часов, да, и вы думаете, ну, а что тут такого, давай прогуляться сходим. И она назначает вам время, вы идете, она назначает, то есть вы даже не особо хотите, почему-то она все назначает, понимаете, а вы говорите, не на 7, давай с тобой... На 7:20, потому что я не могу. Или на 16:40 давай, да. То есть, девочки, будете время менять даже в свою сторону. Не слушать, когда на вас что-то свешивают, пытаются с вами поболтать. И не будут жрать у вас эту энергетику. И тогда уже с этим королем вы увидите, как намного проще будет общаться, девочки. Так что тут не то, что пара возможно, тут реально может быть пара, если у вас еще нету пары этой девочки. Ладно, это был такой первый вариант. И давайте посмотрим следующую даму, девочки. Следующая дама. Посмотрим, что за она будет выпадать сейчас. Что между вами? Так, дама. Ищем даму сначала. Так, пиковая идет. Сейчас я напишу. Пикочка у нас сейчас выпадает. Пиковая дама. А вот эти вот карты, это, знаете, приданное называется, да? Они, в принципе, тут не имеют никакой роли. Просто ты смотришь, что в приданном, девочки, у дамы. Так, пиковая. И посмотрим, что между пиковой и вашим королем. Вне зависимости от его масти мы выкладываем на пару, ну, скорее всего, на супружескую, да. И что между вами? То есть ваш мужчина сейчас будет пиковым, девочки. Ой. Ничего себе, страстная дама, девочки, идет у вас тут. Вы, страстная дама. И тут уже не смешно, конечно, идет с картами. Потому что где пиковый король? Девочки, осталось только 2 карты, почти вся колода вышла, представляете? Вся колода вышла между вашей парой. Между вами дофига всего. Либо вы гадаете, вы не разведены и вы замужем, и вы гадаете на постороннего мужчину, как говорится, девочки, да, здесь разложили, потому что здесь реально лежит рядом с вами другой мужчина. Для замужних, девочки, то я вам скажу, с этим королем, скорее всего, ничего не будет, да, то есть если вы замужем, то загадывая здесь другого
короля, с которым вы хотите супружескую пару, девочки, да, или просто пару, вот с этим королем ничего не будет, сразу вам говорю, да. Тут осталось только две карты, и вот эти вот две карты даже указывают на другую пару, девочки, да. То есть у каждого по своей другой паре. То есть, кто пиковая, и вы загадали, и вы замужем, и вы загадали здесь другого мужчину, женатого, девочки, либо не женатого, пофиг, но вы замужем за другим, да, именно с этим человеком ничего не будет, потому что вам предназначены другие пары. Не факт, что ваш муж, но вот этот точно не предназначен для замужних, говорю. Если вы, девочки, не замужняя, да, давайте, незамужняя пиковая дама загадала своего здесь мужчину, и он у нас будет сейчас пиковым, да? В паре будем его рассматривать. Во-первых, мои дорогие, с вашей стороны лежит король крестовый. Это, девочки, двойная связь вот по-любому, да? Или кто-то метит, отбивает вас, ревнует вас, даже колдует на вас, да, то есть мужчина, который будет вас уводить все равно. Вот вы загадали одного, а вас будет уводить другой, понимаете, будет реально уводить. Вот что вас связывает с этим мужчиной, то, что вас от него уводят, девочки. Вот прикол в том, что как только вы думаете про этого мужчину, как только вы хотите с ним быть, сразу вас уводят. И обратите внимание, аж крестовый уводит. А крестовый это такой, да, это не то, что дорогая, я хочу быть твоим мужем и все остальное. Нет, девочки, он будет вот до последнего колупать мозги как-то, да. Это может быть не один, это несколько мужчин вот именно в крестовой окраске. И они будут вот прям все делать для того, чтобы вы не воссоединились с этим мужчиной. Понимаете? Но с вашей стороны. И то есть, к чему я это говорю? Это как будто бы, знаете, как дьявол вводит за нас. Либо как будто бы все время искушение какое-то идет. Вот вроде бы вы и хотели с этим мужчиной быть, но все время идет какое-то драное искушение, да? Или ваши чувства разгоняются вот до такой степени. Так, если вот как только вас как-то вот этот пиковый обижает, и вы начинаете думать, ну все, я тогда буду с другим, да, я уйду к этому, я уйду, у вас в мыслях еще там сразу возникает, девочки, другой. А если он у вас в мыслях не возникает, он является к вам, понимаете? Является к вам, чтобы вас, как говорится, это взять за холку и как котенка оттащить вот в то гнездо, которое он хочет. Дальше давайте посмотрим. А, девочки, а вы в курсе, что ваш этот пиковый, скорее всего, был женат, девочки? И он об этом может молчать. И давно был женат. Либо, девочки, он может быть, знаете, вот в такой вот скрытой какой-то даже паре с кем-то. Обратите внимание, что он молчит о том, что он был в паре. В паре со светлой девушкой, которая красит волосы, даже если она темная сама по себе, в рыжий как минимум, в блондинку выкрашивается. И она вроде бы где-то существует, и он знает, что он, если что, может вернуться к ней. Понимаете? Так. Дальше давайте посмотрим. А тут еще, тут очень много чего, девочки. Во-вторых, тут оказывается вы, когда будете хотеть воссоединиться с этим мужчиной, и чем дольше это будет длиться, если это будет длиться годами, вы в курсе, что вы платье оденете, что вы замуж-то выйдете, девочки? Прикиньте, вот прикол в том, что если вы будете годами ждать вот этого пикового, вы не в отношениях, но вы даже... Вы как будете выходить замуж. Скорее всего, девочки, вот ваша пара. Вас кто-то уведет от этого мужчины. И вы либо замуж выйдете, но вы поменяете вот платье. Тут идет цвет платья, вы и измените. Короче, тут очень долгая история между вами здесь идет. А тут... Девочки, почему мне тут идет прямо, знаете, какая-то целая жизнь, как вы реализуетесь как женщина, причем 100%. Вот фишка в том, что вы в жизни, сколько бы вам лет не было, вы полностью 100% реализуетесь как женщина. И кто хочет родить, родите, девочки, да, замуж выйдите. Я даже скажу, что некоторые даже не один раз выйдут замуж, да. Короче, и вы такая...
Вы все время свою жизнь улучшаете, улучшаете. У вас нету такого, что вы там скатываетесь куда-то, да? Нет, вы как улучшаете, 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 улучшаете свою жизнь. Такая будет пани, если вы уже не пани. Но между вами, девочки, реально очень много карт выпало, да, вот прям вся колода, как будто бы вот тут вот как пара, почему-то до пары вам получается жизнь, это не перекати поле, да, то есть дофига всего. И дело в том, что он скрывает, девочки, либо это женатик, либо, девочки, он как же, возле него какая-то бубновая есть, она есть, да, но он, получается, знаете, из кожи вон лезет, он как переобувается. Для того, чтобы вот с ней побыть, да, он не идет, как он обычный, он перебивается под нее. Какой-то странный расклад. Короче, девочки, по этому раскладу все время есть какой-то другой мужчина. У вас причем. И вы еще и платье меняете. Или это другой муж, девочки. Но еще, если вы тут загадали, например, своего мужа, с которым вы живете, девочки, и, например, именно мужа, да, либо пару вы загадали, то я вам скажу здесь, что за ним надо, девочки, все-таки наблюдать за этим Пиковым. Знаете почему? Не потому, что он там изменять или еще что-то. Нет, он нет. Но дело в том, что какая-то светловолосая, прям, знаете, вот просто всегда ноги раздвинуты у нее. Вот прям всегда. Хотела бы с ним, если что, куда чего. А между вами очень много карт выпало. Вы иногда, я бы сказала, что, например, за стремлением саморазвиваться, за всеми такими материальными благами, к которым вы стремитесь. Я хочу ребенка, я хочу дом, я хочу там квартиру, я хочу это, да. Вы это все получите до него, девочки. Понимаете? Но это если ваш муж, пообращайте внимание, там есть кого, как говорится, сумкой в супермаркете побить. А так, в принципе, да, много карт, но тут это от вас зависит. Вы как от него сами отдалились, потому что у вас какие-то многие другие цели, девочки, да, и вот они, как, я не знаю, как по спирали идут. Вы улучшаете свою жизнь, а он от этого дальше, все. А тут с вашей стороны, получается, нету на самом деле никаких таких активных действий в его сторону. Все есть активное, но не в его сторону почему-то. Ну ладно, девочки, это был такой вот расклад. Давайте дальше посмотрим, какая дама будет выпадать. Так, давайте посмотрим следующую даму. Червовая, девочки. А червовая с приданным, мама дорогая. Боевая червовая. Не простая, девочки, выпала. С богатым жизненным опытом, кстати. Но я уже даже не буду тут говорить с каким, но все-таки, знаете, и огонь, и воду, и медные трубы прошла. Много что знает, знающая такая, не тупенькая, не глупенькая. И давайте посмотрим, что между червовой и вашим загаданным королем. А он сейчас тоже будет червовый, девочки. То есть мы гадаем, если кто недавно присоединился, мы гадаем от дамы, от вашей масти и рассматриваем загадываемого мужчину в той же масти, в которой вы сами себя определили. Даже можно потом отмотать этот потом стрим и сначала посмотреть, когда вы в одной масти по отношению к этому, в этой масти по отношению к этому, в этой. То есть даже на 4 мужчин можно как второго загадывать. Ну ладно. Что между вами, червовые? Ой, девочки! Но это изумительный расклад. Одна карта, дорожка. Все, что вам требуется, девочки, это либо приехать к нему, либо чтобы он приехал к вам. Да?
И либо гора идет к Магомеду, либо Магомед идет к горе. У вас нету ничего, чтобы вам мешало бы строить ваши отношения. Единственное, это дорожка, девочки. Дорожка. Бубновая дорожка выпала. Вам надо вот реально друг к другу вот прям ездить, ходить, девочки, да. Я еще не говорю, вот если вы, например, не живете совместно, очень хорошо, когда вы, например, друг к другу в гости. Он к вам, вы к нему. Он к вам, вы к нему. Дальше. Если вы, например, пара, девочки, то это нормальная, хорошая пара. Мужчина вас любит. Любит, очень сильно любит. Но я почему-то вот это вот... Подождите, девочки, я сейчас дорожку эту посмотрю. Что за дорога-то такая? Вот смотрите, да, обычное значение этой карты, туза крестового, казенный дом, да, что бы это значило? Дорожка в казенный дом. Может, если кто-то из вас не женат, девочки, если вы за ним не замужем, да, но вы сходили к нему в гости, он сходил к вам в гости, да, вы вот не то, что там на нейтральной территории или ходите гулять, вам надо прийти, где он спит, ему, где он спит, надо прийти там, где вы спите, да, и вот реально там поночевать, как говорится, да. Можно без интима какого-то просто, да, почему бы и нет, посмотрели фильм, легли спать, но вам надо закрепить и туда, и сюда сходить, чтобы он сходил, и вы сходили, да, и прям все. Потом следующая дорожка уже идет в ЗАГС, то точно. С этим королем, девочки, медлить не надо, в плане том, что если вы хотите замуж, вы ходите к нему, он к вам, где вы спите и где он спит. А так, в принципе, ничего не мешает. Это скороспел. Этот мужчина ну, готов на вас, девочки, жениться, если вы не женаты. Но надо переходить, да. Там, где он спит, вы идете. Там, где вы спите, он идет. По гостям можете сходить. А знаете, как по гостям лучше ходить, девочки, чтобы его еще приворожить еще больше, да? Например, вас пригласили в гости, например, но вы не встречаетесь с ним на улице, а вы приходите в одни двери, и в те же двери он приходит, но отдельно от вас, и ваши дорожки тогда. Вот с дорожками очень много еще интересного связано. Все нормально, девочки, тут даже нечего рассказывать. В принципе, с этим человеком, даже если вы только начали общаться, да, идите на свидание, но разными дорожками. Или, девочки, не делайте так, чтобы он вас провожал, потому что он провожает до порога, а получается, вы его за порог не пускаете, да. А можно сначала повстречаться, но вы, например, идете домой одна, он сам уходит, где-то вы расстаетесь, не надо там провожать до подъезда или там до калитки, да. Но если развиваете отношения, то заходите уже в дверь, за калитку, посидеть на его месте, где он спит, девочки. Знаете, вот как, может, кто не знает, но я сейчас вам расскажу. Вы заметили такую фишку, как некоторые девушки, как только, например, входят в жилище мужчины, сразу бегут такие: ой, а где ты спишь? Там спальню тебе покажу. Садитесь своей попой на кровать к нему и сидите. Первое место, где посидеть надо, на кровати, девочки. И его туда же посадить, когда он вас посещает, понимаете? И вот так вот мы закрепляем. Это вот прям про вас история. Так, ну что, давайте посмотрим следующую, девочки. Вот Червовы вообще прям сегодня песни сплелись. Так, и осталась у нас, девочки, крестовая мадам. Мадам крестовая. Крестовая мадам. И посмотрим крестовую. Интересно, такие идут карты, девочки. Осталась фигня. А смотрите, что у вас к приданному крестовых. И я еще сейчас скажу такую вещь, которая тут выпала. Раз, два, три. Все три дамы, девочки, за спиной у крестовой выпали.
У вас есть возможность перевоплощаться, девочки, да? Это либо все ваши ипостаси тут выпали, да, либо вы всех, грубо говоря, поимели, да. Крутая такая, которая всех задвинула, всех женщин, непобедимая, крестовая, да, которая справится с любой соперницей. Вам соперница азарт, девочки, да. Как только увидели соперницу-разлучницу, все, я вхожу в раж, в азарт, в кураж и начинаю месить это тесто просто, да. Это азартная и крутая, которой нету равных в в убийстве соперниц, девочки. Ну что, давайте посмотрим сейчас на то, что между вами, загаданным королем. Еще раз, девочки, напоминаю, сначала мы загадываем себя той, которая дама вам ближе, и гадаем на самого любимого человека, которого вы выбрали, да. Но можно загадать на другие тоже, на других дам можете загадать на себя по отношению к другому мужчине, да. То есть и пиковую, и червовую, и бубновую тоже можете загадать. И посмотреть вот эти значения все, что между вами. Так, и давайте посмотрим, что между крестовой и крестовым. А все, девочки, а что между вами? Все нормально, я вам скажу, между вами. И причем, обратите внимание, ни одной. Все дамы пошли вам в приданное, да, такое. То есть вам не мешает ни одна женщина, ни одна, девочки. Даже если у вас есть соперница и разлучница, вы просто возьмите свой пальчик, да, это вот, и на муху раздавите ее, понимаете? Это вот просто пальцем можете раздавить любую свою соперницу. Любую, девочки, вам карты сейчас это показывают. По отношению к этому крестовому королю у вас равных и соперниц нету. С вашей стороны 2 валета выпало, девочки, а у вас еще есть поклонники. Поклонники есть. Один, кстати, богатый такой поклонник, который, знаете, он он хотел бы от вас получить общение с вами, интим с вами, все остальное, он даже за это готов платить. Ну, хотя бы он даже об этом думал, сколько бы вам денег заплатить, чтобы вас поиметь, девочки, да. Вы вспомните такого, который бы вам заплатил, девочки? Да, есть такой мужичок, есть. Он прям в денежном эквиваленте, прям, знаете, мечтает, чтобы вас там как-то чего-то замутить. Так, а что между крестовым? А, кстати, девочки, я вам скажу так, вот по раскладу, да, это может быть даже ваш крестовый. Вот этот мужчина, которого вы здесь загадали, да, он почему-то от вас хочет еще что-то получить, и почему-то он знает конкретную цену этому. Расценочки, девочки. Ну, а что, если его даже взять крестовым, что тут удивляться. Так, и с его стороны... Вот это вот, когда крестовый, девочки, с пиковым королем выпадает, да, то я вам скажу, что-то он такой из себя тут строит, нечто большое эгрегориальное, да. Я не хочу тут богохульствовать или еще что-то, да, но это такой вот расклад батюшки. Не знаю почему. Может быть, что-то с религией связано. И то есть он на вас почему, может, так и посматривает, может, как-то затащить куда-то хочет в какой-то... в какую-то либо секту, либо в какой-то эгрегор, девочки, по-любому. Подружку он себе такую ищет, девочки, в вас. Так, а у вас еще другие кавалеры есть. Но они, в принципе, вы с кем захотите, с тем и будете, девочки. Он... Тут еще такой момент, то он как бы не готов, получается, знаете, заплатить... я теперь... Ой, сори. Так, он не готов, девочки, заплатить за вас... то, что вы требуете, а он готов платить то, что он может дать. Тут вот реально как какое-то... Вот почему он думает про цену. Потому что он не может заплатить ту цену за вас. Вот как Колым, да? Он как не может заплатить. А вот местами, чтобы вас украсть на пару часочков, то он как вот за это может... Но я не знаю до конца, что это значит. Это надо
понимать, девочки, не совсем в этом, про проституток мы тут говорим, нет. А так, в принципе, с вашей стороны, девочки, есть еще и другие мужчины. А с его стороны он слишком, знаете, шапку какую-то Мономаха на себя хочет натянуть, да, и почему-то вот в этом какой-то, вот в другой какой-то форме, в одежде, чтобы вы не знаю, зачем мне вот это... Я не могу это говорить, девочки, так в Ютубе, но, как, знаете, как мужчина, находящийся, допустим, в христианском эгрегоре и выполняющий определенные функции, и у него в церкви, допустим, да, и он как ищет матушку себе. И вот этот мужчина вот так вот к вам и относится. Но заплатить за вас то, что вы... за вами 3 дамы еще выпало, понимаете? И он понимает, что он это не выплатит, но он бы хотел бы урывками от вас это брать. Если вы пара, девочки, да, что между вами стоит, ничего не стоит, баб других нет, вы всех баб поуничтожили, либо уничтожите. Они вам вообще все не пара. Эти бабы. Мужик в рясе, девочки, какого-то хрена выпал по отношению к вам, который не может вас взять. Вот все. Он либо, девочки, у него есть заначка. Если вы с ним живете, у него есть заначка, которую он почему-то вот для чего-то хранит. Может, но вы, например, вот все-таки я крестовая это посоветую, а вы с него там что-то доставайте, девочки, потому что у него что-то такое вот есть. С него надо это брать. Чем больше вы с него достанете, девочки, тем ближе будет ваша пара. Понимаете? Тем ближе вы с ним будете. Чем больше он на вас будет тратить, девочки, денег и заначек своих. А то он цену вам какую-то придумал, но это не ваша цена. Ваша цена намного больше. Это, получается, он десятками расплачивается, там, где надо 1000 заплатить. Понимаете? А тем более крестовые, девочки. Почему бы не разменять на монетки этого короля? Не потратить все свое удовольствие. Ладно, мои дорогие, вот такой вот был у нас расклад небольшой, да. Но все равно, хоть никакой, да, интересный онлайн расклад, девочки. Не на таро, не на чувства, но такой вот. Вы можете это раскладывать сами. Можете разложить себя, какая вы дама, также раскладывать карты до своего мужчины, и вам будут выпадать. Карты могут даже каждый день меняться, но основное вы будете видеть, даже с расклада в расклад. Все, мои дорогие, спасибо большое за внимание. Пока-пока.